Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно раздать интернет на Xbox с ноутбука, что позволит полноценно пользоваться консолью. Рассмотрим вариант, когда доступ во внешнюю сеть на лэптопе осуществляется по LAN-кабелю. Запустив ноутбук, который у меня работает на Windows 10, попробую воспользоваться имеющейся в ней функцией «Мобильный хотспот». Для этого перехожу в «Пуск», выбираю параметры, где открываю сеть и интернет. Собственно, здесь и представлена возможность раздачи интернета по беспроводной сети. Перейдя в ее настройки, остается указать интерфейс, через который проходит внешний трафик. В моем случае он единственный. Чуть ниже можно выбрать вариант совместного использования. Я оставляю Wi-Fi. Пробежавшись по настройкам, включаю данную функцию, но так сходу, к сожалению, она не заработала. Возможно, у вас все будет иначе. Ранее я представлял ряд вариантов раздачи по беспроводной сети. Их можно найти в описании к видео. Достаточно универсальным вариантом, который подойдет не только для Windows 10, может быть использование программы, позволяющей расширить доступ в интернет. Я воспользуюсь одной из таких, а именно Connectify Hotspot. Открыв ее, в настройках указываю всего лишь сетевую карту, на которую приходит внешняя сеть. Что касается имени точки доступа, то в бесплатном режиме полностью его сменить не получится. Пароль в данном случае оставляю как есть. Теперь кликаю по клавише «Запустить хотспот». Затем на Xbox, вызвав представленное меню, захожу в параметры и выбираю конфигурацию сети. Тут открываю настройку Wi-Fi. Немного подождав, из отобразившихся точек доступа активирую данные, после чего ввожу пароль, приведенный в программе. Успешно выполнив подключение, перехожу обратно на главный экран и запускаю игру. Спустя несколько секунд ожидания она загрузилась. Также раздать интернет с лэптопа на приставку можно и по кабелю, при условии, если консоль имеет возможность работы по Ethernet. Рассмотрим такую реализацию, когда приход внешней сети на ноутбук осуществляется по Wi-Fi. Для этого в Windows 10 на рабочем столе с сочетанием клавиш Windows плюс R, вызвав окно «Выполнить», следует прописать Ctrl, после чего, нажав Enter, в открывшемся окне перехожу в сети интернет, затем Центр управления сетями, где кликаю по изменениям параметра адаптеров. Тут из указанных подключений нажимаю правой клавишей мыши по беспроводной сети и в контекстном меню выбираю свойства. В появившемся окне, открыв вкладку «Доступ», ставлю галочку напротив указанного поля, тем самым разрешаю подключение к интернету через данный интерфейс. Применив изменения, перехожу в свойства проводного адаптера. Здесь, зайдя в протокол TCP/IP версии 4, меняю имеющийся адрес на 192.168.1.1, а маску подсети оставляю как есть и сохраняю сделанные настройки. Подготовив таким образом ноутбук, подключаю в него LAN-кабель, а противоположный конец устанавливаю в Xbox. Включив приставку и вызвав данное меню, перехожу в параметры, где в конфигурации сети, открыв дополнительные настройки и перейдя в представленный пункт, необходимо вручную прописать IP-адрес. В моем случае имеющийся уже здесь IP-шник можно оставить, но я заменю его на 192.168.1.10. Нажав Enter, указываю маску подсети 255.255.255.0. На следующем шаге в качестве шлюза ввожу адрес сетевого интерфейса лэптопа 192.168.1.1. Что касается параметров DNS, то здесь можно указать предоставляемые провайдером или же просто 4 восьмерки. Все настроив, возвращаюсь на главный экран. При этом выполняется проверка подключения к интернету. Как видим, все хорошо. Добравшись до основного меню, вновь запускаю игру для проверки. В целом она стартует и, собственно, работает. Если сравнить между собой представленные варианты раздачи интернета по скорости приема и передачи, воспользовавшись имеющейся функцией в самой консольке, то получается, что по LAN-кабелю она составляет порядка 57 мегабит в секунду на скачивание, а на отправку около 38. Тогда как по Wi-Fi все наоборот, что возможно связано с самим беспроводным адаптером или же программой, выполняющей раздачу интернета. При этом скорость приема и передачи информации, предоставляемой провайдером, в моем случае составляет порядка 75 мегабит в секунду.
Также хочу обратить внимание, что для стабильной раздачи интернета на ноутбуке нужно сделать небольшие настройки. А именно, вызвав окно «Выполнить» и написав Ctrl, в открывшейся панели управления в ее верхней правой стороне, частично набрав электропитание, кликаем по данному значку и открываем настройки перехода в спящий режим. Здесь необходимо выставить значение никогда, как при работе от батареи, так и сети. В дополнительных параметрах устанавливаю не отключать жесткий диск в обоих режимах, а также проверяю конфигурацию сна, после чего сохраняю произведенные настройки. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.